Друзья, всем привет! Вы на канале Power Device, а это значит, очередной крутой ролик подъехал. Если вы следите за моим каналом, то вы знаете, что не так давно я выпускал несколько роликов по этой теме, как установить Dynamic Island из iPhone 14 Pro на Android смартфоны. Так вот, сейчас я хочу показать вам одну из наилучших версий на данный момент Dynamic Island, которую можно установить на Android смартфоны, и в частности я ее протестировал на Xiaomi. Она абсолютно четко работает. Это последняя обновленная Pro версия Dynamic Spot. На смартфонах Xiaomi она работает отлично, как с музыкой, так и с уведомлениями. На предыдущих версиях приложения вот эта сенсорная панель могла работать некорректно. Она не перематывала треки, либо вообще их не переключала. Здесь же все работает отлично. Также мы установим два приложения, один из них плеер, который максимально похож на плеер Xiaomi, а второе приложение добавляет плей-паузу в шторку, чтобы Dynamic Island без проблем вызывался, и им можно было управлять. А также, конечно, друзья, понадобится небольшая настройка этого приложения, чтобы оно работало корректно. Давайте приступим. Я удалил Dynamic Island со своего смартфона, чтобы мы вместе его установили. Обязательно досматривайте ролик до самого конца и не перематывайте, так как можете упустить некоторые важные моменты по настройке. Приступаем к установке. После установки приложения пока его не открываем. Я оставлю вам еще один файл вот на такой плеер. Он очень крутой, мне он нравится, и он максимально похож на плеер Xiaomi. Установите его тоже. Дальше вам нужно скачать еще одно полезное приложение Quick Settings. Устанавливаем его и заходим. В этом приложении вам нужно будет давать разрешение, смартфон сам об этом вас попросит. Я не буду вам это показывать, чтобы не отнимать лишнее время. После этого зайдем в мультимедиа, нажимаем воспроизведение пауза, Enable, сворачиваем приложение, открываем шторку, нажимаем данный значок. Вот здесь снизу у вас должен появиться данный ярлык. Нажимаем плюсик, он добавляется сюда наверх, я переношу его в самый верх для удобства. Нажимаю «Готово». Теперь в вашей шторке появилась кнопка воспроизведения паузы. Далее идем в наш Dynamic Island, нажимаем «Далее», идем по порядку. Здесь выбираем все. Идем дальше. Снизу находим Dynamic Spot, ставим вот эту галочку. Шагаем назад, следуем дальше. Скачанные приложения, также находим Dynamic Spot, ставим галочку сверху. Шагаем назад. Готово. Здесь у вас должна активироваться вот эта галочка. Нажимаем Play, проверяем уведомления. Теперь для удобства использования произведем несколько настроек внутри приложения. Зайдем в уведомления. В первой строке вы можете отключить те приложения, от которых вы не хотите получать такое уведомление. Лично я оставляю все. Далее в заряде батареи вы можете активировать одну из трех галочек. Например, если активировать эту, то при зарядке смартфона будет выходить Dynamic Island. Дальше я снимаю вот эту галочку, чтобы на выключенном экране также приходили уведомления. Блокировку всплывающих окон я вам не советую включать, смотрите, как она работает. Я отправляю сообщение во ВКонтакте. Оно приходит как здесь, так и через Dynamic Island. Нам это не нужно, сейчас покажу, как это отключать. Самый лучший способ это настроить, удержать на том приложении, от которого вы не хотите получать вот такие всплывающие уведомления. После удержания нажимаем «О приложении», заходим в уведомления, и вот здесь снимаем галочку «Разрешать всплывающие уведомления». Теперь от приложения ВКонтакте уведомления будут приходить только через Dynamic Island. Также, если хотите, одним кликом можно отключить уведомления вот таких иконок. Для этого заходим в настройки, уведомления и центр управления, в самом низу строка состояния. Отключаем галочку «Значки уведомлений». Теперь они в этом углу не будут появляться. Но вы также, открыв с этой стороны шторку, можете просматривать все уведомления. Теперь еще пара важных моментов по настройке Dynamic Island. Зайдем в настройки всплывающих окон.
Здесь вы можете менять его масштаб и двигать его по разным сторонам. В первой строке вы можете двигать островок влево и вправо. Вторая строка перемещает его вверх и вниз. В последних пунктах вы можете корректировать ширину и высоту. Теперь 3 самых важных момента. Зайдем в быстрое нажатие. Здесь активируем развернуть или свернуть. Далее долгое нажатие открыть приложение. И самое важное, включаем галочку «Свайп для очистки». Это нам понадобится для управления музыкой. Приложение можно свернуть и закрыть. Теперь удержите на нем. О приложении. Включаем автозапуск. Контроль активности. Нет ограничений. Теперь после того, как вы включили автозапуск, еще раз зайдите в Dynamic Island, у вас может слететь вот эта галочка. Еще раз ее активируем. Вас перебросит в нужные настройки. Зайдем в скачанные приложения. Заходим в Dynamic Spot. Снимаем эту галочку. И еще раз ее активируем. После повторной активации она уже не должна слетать. Все, это можно закрыть. Теперь идем в тот плеер, который я вам дал скачать. Активируем какую-то музыку. Нажимаем стоп. Плеер можно закрыть. Теперь, друзья, в любой момент заходим в шторку, нажимаем нашу добавленную кнопку play. У нас всплывает островок Dynamic Island. Одним касанием мы его открываем. Это мы уже настроили. Все, здесь можно переключать любые треки. Перематывать их. Ставить плей-паузу. Чтобы его закрыть, просто касаемся экрана. И теперь, друзья, еще один важный момент. Все это мы уже настроили. Открываем плеер, нажимаем стоп и теперь смахиваем его вправо, чтобы он исчез. Иначе, если он у вас будет висеть постоянно, уведомления будут приходить как бы под ним, и вы не сможете читать сообщения. Потом в любой момент снова запускаете плеер, и он у вас появляется. Все очень просто. К слову, на моем канале полно таких фишек по смартфонам Xiaomi и другим Android девайсам. Все эти файлы я оставлю в своем телеграм-канале. Ссылку на него вы можете найти внизу в описании. Там вы попадете в мою группу ВКонтакте и оттуда напрямую в Телеграм. Ничего сложного. Не забудьте поставить лайк. Как всегда, вам желаю только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.